Представьте, что всю вашу работу делает искусственный интеллект. Один создает таблички, другой заполняет отчеты, третий нарезает видео, четвертый заказывает билеты на самолеты и гостиницу оплачивает. Представили? Забудьте нахер, потому что это не так работает. Они еще не на том уровне, чтобы так забирать на себя рутину, но есть инструменты, которые делают это будущее все ближе и ближе. И сегодня обзор на один из таких инструментов. Это приложение называется Codex от компании OpenAI, которая сделала ChatGPT. И я, если честно, кодексом не пользуюсь. Я пользуюсь Claude Code. Посмотрите другие видеообзоры на моем канале. Но один мой очень хороший и близкий друг попросил сделать обзор и объяснить, что это за штуковина такая. Это, собственно, обзор для него и параллельно для вас, если вдруг вам будет полезно. Что это такое? Вообще, изначально ChatGPT Codex — это модель нейросети, которая помогает писать код. Типа она заточена под это. И поэтому все примеры, которые вы увидите у них на сайте, они так или иначе связаны с кодом, что вот этот агент создает код, вот этот его тестирует, а вот этот там перезапускает и переписывает. Но вся фишка в том, что эти же ИИ-агенты, они могут делать задачи, не связанные с кодом. Создавать презентации, делать отчеты, работать с таблицами, работать с текстом, делать озвучку. Короче, кучу разных вещей они могут делать автономно без вас. Параллельно в несколько рук. Не ваших рук, их рук. И получается, что это приложение, оно выглядит на первый взгляд как просто обертка от чата GPT, но на самом деле им не является, потому что это именно автономная система для управления агентами, которые прям шуршат и делают какую-то реальную работу. Открывают файлы, создают их, удаляют, распаковывают, передают и так далее. И этот интерфейс, он и раньше был доступен разработчикам, просто в такой программе, как терминал. Такая программка, куда нужно писать код, чтобы увидеть другой код и так далее. Для обычных смертных привезли вот такое вот приложение Codex. Оно теперь еще, кстати, недавно стало доступно и для Windows. И поэтому я решил записать этот видос именно сейчас, потому что на Винде он тоже теперь доступен. А, Из-за того, что я мало и плохо знаком с интерфейсом в тонкостях и деталях, я смогу записать как бы первое впечатление от этой программы. Я ее уже когда-то себе на компьютер ставил, потом удалял, а может быть, она и до сих пор у меня есть. Когда вы скачиваете ее на свой компьютер, на Маке они устанавливаются вот так, мы просто перетаскиваем программу, да, она у меня, оказывается, уже есть, ну, заменим. Скидываем ее в папку программы, и запускается интерфейс этой программы. И я постараюсь в сегодняшнем обзоре рассказать не с точки зрения программирования об этом инструменте, а с точки зрения обычного пользователя. Вот у нас есть приложение Codex. Для того, чтобы оно работало, у вас должна быть активная подписка на ChatGPT. Он может работать и бесплатно, то есть в бесплатной версии ChatGPT у вас тоже есть какие-то лимиты. То есть вот он мне сейчас говорит, представляем 5.3 кодекс, новая моделька, допустим, попробуйте прямо сейчас. И вот он мне предлагает перейти на платный плюс тариф. Это тариф за $20. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас кодекс работал без каких-то серьезных ограничений, и вы могли делать какие-то реальные задачи, желательно, чтобы у вас была подписка плюс. Есть вариант, как вы можете завести такую подписку, оплатить ее за 1490 рублей в первый месяц, а дальше продлевать за 1990 рублей. Я разместил такого бота у себя в описании под видео. Причем он сделает эту подписку именно на ваш аккаунт, а вам не придется получать какую-то виртуальную карту и расплачиваться ею. Что здесь мы видим? Мы видим окно приложения как обычный чат GPT. У нас здесь тоже есть слева какие-то чаты, ветки, но здесь есть раздел «Автоматизация» и «Навыки». Это то, что серьезно отличает эту программу от обычного чата GPT. Давайте залогинимся. Как это сделать? То есть нужно авторизоваться. Заходим в настройки. Говорит, что я уже вошел, но у меня тариф не плюс, а Go за $5, поэтому он не подходит. И поэтому я хочу выйти и залогиниться через другой браузер. Заходим через другой браузер, захожу через другой аккаунт и нажимаем «Продолжить». В этом аккаунте у меня есть подписка за $20. Все, он говорит, что я авторизовался, и здесь теперь у меня нет плашки, которая предлагает мне перейти на тариф плюс. Вот на тарифе плюс открываются все возможности. Что у нас здесь есть? Мы можем создавать новые проекты,
И в этих проектах вести разную деятельность. Ну, например, один проект у меня связан с YouTube и видео, другой у меня будет связан с Telegram-каналом, третий у меня будет связан с разработкой чат-ботов для клиентов, а четвертый у меня будет про рецепты и вообще про мои домашние какие-то дела. Проекты нужны для того, чтобы разделить контекст, то есть чтобы блины не смешивались с чат-ботами в Telegram. Блины отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно, и, соответственно, так у нас получается чистое рабочее пространство. Навыки. Что это такое? Навыки — это такие текстовые инструкции, которые обучают вашу нейросеть делать какие-то вещи, настоящие, реальные. Ну, например, есть навык, который заставляет вашу нейросеть лучше дизайнить макеты в Figma. Есть, что тут у нас? Навык, который учит вашу нейросеть читать документацию к коду. Есть навык, который дает возможность работать с PDF-файлами. Установим этот навык. То есть у вас во вкладке «Навыки» есть возможность включить разные навыки, чтобы ваша нейросеть могла что-то уметь делать. Вот, например, есть навык Transcribe. Офигенная штука, позволяет переводить аудио в текст с помощью вот этого навыка. Есть навык создания таблиц, навык говорения, то есть озвучки какого-то текста, тоже добавим, полезный навык. И вы, когда добавляете эти навыки, они появляются у вас здесь, в разделе «Добавленные навыки». Их можно включить-выключить или найти новый. Или вы можете создать свой. Когда вы хотите создать новый навык, у вас вызывается другой навык, который называется Skill Creator, то есть создатель навыков, навык, который создает другие навыки. Вообще про навыки я выпущу, наверное, отдельное видео, потому что это большая важная тема в нейросетях. Представьте, что к вам на работу вы себе взяли помощника, студента, и вы хотите его чему-нибудь обучить, например, чтобы он умел работать в Excel. И вот вы можете, обучая его работе в Excel, рассказать ему, какие есть формулы в Excel, как правильно заполнять, там, управлять таблицами. Вы обучили его. У этого вашего студента есть такой навык теперь. Он может работать в таблицах. И когда этот человек приезжает домой, этот студент, он как бы не использует навык работы в Excel. Он готовит себе ужин и использует навык готовка еды. Потом он, допустим, садится играть в компьютерную игру и использует навык игры в компьютерную игру. Когда он возвращается в офис, снова садится за компьютер, открывает Excel, он вспоминает про навык работы с Excel. И вот навыки для нейросетей устроены точно таким же образом. Навык работы с таблицей будет вызываться только тогда, когда нужно поработать с таблицами. Такая вот штука. Здесь есть раздел «Новая беседа». Мы можем начать в новом проекте, собственно, нашу новую беседу. Skill Creator уберем и попросим его сделать что-нибудь. Например, я хочу, чтобы он взял какое-нибудь мое видео из, вот, например, как устроены скиллы. У меня записано видео для закрытого клуба, но на YouTube пока этого видео нет. И вот я хочу, чтобы он вот это видео транскрибировал. Он сможет это сделать, интересно? Я хочу, чтобы ты транскрибировал это видео. То есть достал текст из него. И так как у нас был подключен навык работы с транскрибацией, посмотрим, как он это сделает. Да, он говорит, используй навык Transcribe, потому что задача напрямую для извлечения речи из видео. Угу. Проверяю, доступен ли клит для транскрибации, настроен ли OpenAI API-ключ. Не могу запустить транскрибацию, нужен такой-то ключик. Если хотите, можно добавить его туда-то, туда-то. Так. И напишите «ключ настроен». Короче, для этого навыка, как оказывается, нужен специальный ключик, платный, естественно, для того, чтобы он мог это сделать. Но можно пойти другим путем, хитрым. А сделай, пожалуйста, расшифровку этого видео в текст локально, без использования API-ключа. И он, по идее, должен найти решение, как это сделать. Посмотрим. Да, он говорит, что я буду использовать Transcribe как базовый процесс, но с локальным обходом без API. Проверю, есть ли на машине нужные там приложения. Сейчас пошуршит. Если их нет, он их установит, а потом сделает. Локальные стеки есть, да, говорит, все установлено. Проверяю, кэширована ли модель для оффлайн распознавания и сделает эту транскрибацию. То есть достанет текст из видео. Это означает, что сейчас он запустил работу, а я могу создать новый проект, например.
Создадим новый проект. И в этом проекте я, например, буду делать... Что я могу здесь? Так, разрешим ему действие. Да. Еще раз разрешим ему что-то делать на рабочем столе, разрешим доступ к всяким папкам. Сколько разрешений ему нужно? Смотрите, это все почему? Потому что он ищет... А что он ищет? Почему ему нужна моя папка загрузки? Нехорошо. Ну он потому что запускал глобальную команду, которая ищет файлы на компьях. Понятно. И параллельно я могу запустить следующий поток, следующую ветку. То есть можно запустить новую беседу, можно запустить новый проект. То есть если добавлю новый проект, создам для него папку, например, презентации. Открыть. И у меня здесь появился новый проект презентации. Я хочу в этом новом проекте презентации сделать следующее. Создай, пожалуйста, PDF-презентацию про то, как можно использовать ИИ-агентов. Допустим, такая задача первая, которая пришла мне в голову. Нажимаем «Отправить», и он у нас работает в 2 потока параллельно. То есть здесь он транскрибирует видео, здесь он мне готовит PDF-презентацию. Я не знаю, как он ее сделает. Скорее всего, применит навык работы с этими PDF-файлами, запустит какие-то команды, найдет какой-нибудь материал и сделает. У меня максимально размытая задача. Я напомню, что если вы хотите получить классный результат от нейросети, вам нужно составлять промпт по 4 критериям, даже по 5. Первое — это роль. Ты лучший дизайнер презентаций. Контекст. Я собираюсь сделать презентацию, которую буду показывать на YouTube-видео. Третье. Твоя задача сделать презентацию, используя информацию из интернета, актуальную и свежую. И четвертое — это формат. Выдай мне ее в формате PDF-документа на 10 листов А4. И пятое — ограничение. Не используй графику или элементы, нарушающие авторские права. То есть промпт должен состоять из 5 элементов. Так, здесь у нас ожидает одобрение. Что мы просим? Да, больше не спрашивайте о командах, запускайте все, что вы хотите. Главное, сделайте мне что-нибудь. Я сейчас поставлю на паузу, а потом вернусь, когда покажу, что получилось в итоге. Ну что, AI-агент 1 закончил работу, сделал презентацию. Я сначала долго не мог найти, в какую папку он ее положил. Он заложил ее в какую-то, левую папку. Ну, ладно, я откопал, нашел. И вот как выглядит презентация. Вообще вполне себе, как будто бы я сидел и делал эту презентацию. Супервайзер, автомат, копилот, ассистент. Какой эффект дает AI-агент? Скорость, качество, масштаб. Ну, все, стандартная такая преза с этими градиентами. И он, по сути, выполнил задачу. С транскрибацией видео процесс подольше. То есть здесь он скачивает, видимо, модель, пока она не скачалась, он еще пытается там процессы как-то возвратить, но вот этот процесс очень долгий. Я думал, конечно, что это будет гораздо быстрее, но нужно еще немного подождать, чтобы он сделал транскрибацию без API-ключа, то есть полностью бесплатно на моем компьютере. Короче, пока он тут думает, я вспомнил, что есть такая клевая прикладная задача. Я снова намусорил у себя в папке загрузки. Я на одном из YouTube-видео уже так делал. У меня здесь лежат разные всякие файлы и папки. Я хочу начать новую беседу и хочу сказать ему. У меня в папке загрузки очень много файлов разного типа. Я хочу, чтобы ты определил тип файлов и разложил их по нужным папкам. Все необходимые папки уже созданы в папке загрузки, тебе нужно просто переложить файлы по папочкам, исходя из их типа. Когда мы такую задачу ставим, он, по идее, идет и запускает специальные команды в терминале для того, чтобы разобраться с этой задачей. И потом из этого можно прикольно сделать автоматизацию. Потому что здесь есть вкладка «Автоматизация», я еще пока ее не открывал, но по идее, он должен быстро справиться с этой задачей. То есть вот он изучает файлы, которые у меня находятся в папке загрузки. У меня тут много всякого мусора. Я уже вижу, что нужные папки есть. Теперь сопоставлю расширение с этими папками, затем безопасно перенесу без перезаписи существующих файлов. Схема уже определена, медиа уйдут в видео, аудио. Давай уже. Это очень простая, легкая, прикладная задача. Навести порядок на компьютере. Сможешь? Сможет. Спрашивает разрешение. Разрешаем. Так. Пробует какие-то подходы.
Я, если бы не был разработчиком, вообще бы не знал, здесь написано какая-то абракадабра, но так-то вообще-то он пытается запустить скрипт в одной оболочке, потом у него не получается, он переписывает код, чтобы была другая оболочка, и пытается запустить ее. Это как бы изначально софт для разработчиков, но для меня, как для обычного пользователя, вообще не имеет значения. Вон там моя папочка вся разложилась как надо. Все, здесь лежат все мои папки, которые были до этого созданы, файлы аккуратно разложены по этим папкам, я теперь смогу их найти там по типу. То есть такие прикладные задачи он тоже умеет решать. Короче, здесь только ваша фантазия вас ограничивает, что можно сделать. Давайте зайдем во вкладку автоматизации. То есть здесь можно создать новую автоматизацию. И он говорит, что автоматические процессы выполняются с использованием стандартных настроек изолированной среды. То есть вызовы инструментов завершатся ошибкой, если для их работы потребуется изменение каких-то файлов за пределами рабочей области, доступ к сети или взаимодействие с приложениями на вашем компьютере. То есть автоматизация — это не совсем автоматизация, да? Это повторяющиеся задачи в фоновом режиме, и он добавляет результаты в папку входящих сообщений или автоматически архивирует задачу, если сообщить нечего. Короче, это автоматизация, но как будто бы и не автоматизация вовсе, потому что он сделать что-то на компьютере не сможет, да? Что он тут может делать? Ам, Сканировать коммиты, но это для разработчиков. Опять же, для разработчиков задача. Ну, короче, в основном, да, в основном здесь задача для разработчиков. То есть проверить pull-реквесты, всякие разные штуки, которые разработчики между собой там друг другу перекидывают. Так, у нас транскрибация видео закончилась, да? Для вашего случая, скорее всего, было бы заметно лучше. Практически, если цель одна. Если хотите, могу прямо сейчас перейти на MLX Whisper. Короче, он никак не может закончить задачу с транскрибацией видео. Для него это так сложно. Но если посидеть и поковыряться, уже 20 минут прошло, как я это начал делать, я, скорее всего, эту задачу доделаю. Ну ладно, он меня разочаровывает, на самом деле, своей медленностью. Дальше. Что еще можно сделать? Автоматизации. Я не знаю, какую автоматизацию тут прикрутить. Напишите в комментариях идеи для автоматизации, для этого отдельное видео, наверное, запишем, потому что сейчас в голову ничего такого не приходит. Он сможет делать какую-то микрозадачу в рамках своего виртуального окружения. Но в целом это весь обзор. То есть у нас программа, которая прикидывается не чатом GPT, но по факту это чат GPT в новой оболочке, который может выполнять реальные задачи на компьютере. То есть не подсказывать, не рассказывать, а пойти и реально сделать. Схватить файл, сделать презентацию, положить это в виде какого-то готового файла в папку. То есть он с этой задачей справился, он это умеет делать. Классно. Дальше вопрос только фантазии, что мы можем так автоматизировать. Я одно видео записывал, как я автоматизировал свой YouTube с помощью Клод-кода. Видосы я записываю сам, это говорю я, не нейроаватар. А, И все процессы, связанные не с записью видео, я делегировал нейросети. Клод-код. Посмотрите это видео, если не видели. Вот здесь можно организовать такую же систему. Напишите об этом, если нужно видео, может быть, запилим такое. Ну а в целом, как я уже говорил, я не использую ChatGPT кодекс, я использую Клод-код, но как элемент для разнообразия можно использовать. С вами был Артем Исламов. Напишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Поставьте лайк этому видео, если было полезно. И на канал подпишитесь. Лысый из браузера. Все, пока.